От пациента. Заложенность правой стороны носа в положении лежа. Под утро, после длительного нахождения в положении лежа. Прозрачные выделения с правой стороны по утрам. Небольшое количество чувства тяжести в области правой щеки. Редко была стреляющая боль в области правой щеки. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 30 лет, дата исследования 26 февраля 2024 года. Область исследования – околоносовые пазухи. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях, трехмерная реконструкция. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения в зоне сканирования не выявлены, мягкие ткани без особенностей. Лобные пазухи. Пневматизация сохранена, патологических включений в полости пазухи не выявлено. Остеомиотальные комплексы с обеих сторон проходимы. Воздухоносные ячейки решетчатого лабиринта. Пневматизация сохранена, патологических включений в полости пазухи не выявлено. Клиновидная пазуха. Пневматизация сохранена, патологических включений в полости пазухи не выявлено. Сфеноэдмоидальные соустья с обеих сторон проходимы. Гайморовы пазухи. Справа пневматизация сохранена, патологических включений в полости пазухи не выявлено. Слева по медиальной стенке визуализируется киста размером 10 на 13 на 15 мм. Соустья проходимы. Полость носа, слизистая оболочка нижних носовых раковин гипертрофирована. Носовые ходы проходимы. Носовая перегородка S-образно искривлена. Сформирован левосторонний костный гребень до 4 мм. Пневматизация воздухоносных ячеек сосцевидных отростков височных костей с обеих сторон сохранена. Заключение КТ-картина вазомоторного ринита, кисты левой гайморовой пазухи, искривление носовой перегородки. Рекомендована консультация лор-врача. 27 февраля 2024 года. Доцент КМН Котов, МА. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. В правой гайморовой пазухе есть небольшая киста, носовая перегородка искривлена. Также есть признаки вазомоторного ринита. Все это нарушает носовое дыхание и требует консультации лор-врача. В мягких тканях лица шаг какой-то патологии, видимой по КТ, нет.